Всем привет! Сегодня разбираем метрику, на которой держится вся аналитика платформы гамма-экспозиция или GEX. Начнем с механики, без которой дальше ничего не сложится. У любой сделки на бирже есть две стороны. Если вы покупаете, кто-то вам продает. Если продаете, кто-то покупает. И на опционном рынке этой второй стороной, как правило, выступает маркетмейкер. Купили вы put, маркетмейкер вам его продал. Купили call в расчете на рост, он снова оказался с противоположной стороны. Ключевой момент вот в чем. Маркетмейкер не хочет угадывать направление рынка. Он зарабатывает на спреде и на волатильности. Направленный риск ему не нужен, поэтому он обязан этот риск гасить. Теперь два слова про то, чем он его гасит. Есть такая величина – дельта. Это то, сколько фьючерса нужно держать, чтобы опционная позиция стала нейтральной. А есть гамма – это скорость, с которой меняется дельта, когда цена движется. Вот это и есть корень всего. Цена сдвинулась, дельта поехала. Маркетмейкер вынужден докупить или продать фьючерс, чтобы вернуться в ноль. Он не выбирает, делать это или нет. Он делает это механически. И чем ближе цена к страйку, где скопился большой объем, тем резче эти движения. Отсюда появляется первое понятие – стенки. Это страйки, на которых накоплен крупный открытый интерес. Стенки на колах и стенки на путах. Это не рисунок на графике. Это уровни, где реально собрана большая позиция участников рынка. И когда цена подходит к такому уровню, маркетмейкеру приходится хеджироваться крупным объемом фьючерса. Рядом со стенками смотрите на абсолютный бекс. Он показывает масштаб позиции на уровне. Две стенки могут стоять рядом, но одна окажется в разы весомее. Работать имеет смысл от весомой. Второе понятие – хедж позиции. Оно отвечает на вопрос, в какую сторону маркетмейкер хеджируется прямо сейчас. Здесь два состояния. Положительная гамма. Рынок растет, маркетмейкер продает актив. Рынок падает, он его откупает. То есть он все время работает против движения и сглаживает колебания. Отрицательная гамма. Здесь все наоборот. Рынок падает, он вынужден продавать вместе с рынком. Растет, вынужден докупать. Он усиливает движение, а не гасит его. Именно поэтому падения, как правило, идут резче роста. К обычным ликвидациям добавляется механическая продажа от хеджирования. Третье понятие связывает первые два. Это гамма-флип. Гамма-флип – это уровень, на котором совокупный GEX меняет знак. Проще говоря, граница между двумя режимами рынка. Цена выше флипа, рынок в режиме сглаживания. Движения вязкие, импульсы гасятся, цена липнет к уровням. Цена ниже флипа, режим ускорения. Импульсы разгоняются, амплитуда растет, уровни пробиваются легче. Полезно смотреть не только на сам флип, но и на то, куда он ползет день ото дня. Флип поднимается, значит растет открытый интерес по путам или колы перекатываются выше. Зона ускорения расширяется. Флип опускается, значит колы концентрируются ближе к цене, расширяется спокойная зона. Еще один ориентир – Max Pain. Это страйк, при котором к экспирации обнуляется максимальный объем опционов. Отдельным сигналом он не является, но чем ближе экспирация, тем заметнее цена к нему притягивается. Держите его в голове как фоновый магнит. Теперь самое интересное – как этим пользоваться. Шаг первый. Определяем, где цена относительно флипа. Это сразу говорит, в каком режиме мы торгуем – в сглаживании или в ускорении. Шаг второй. Собираем инвентарь уровней вокруг цены. Ближайшие стенки сверху, ближайшие снизу, их вес. Разбираем первый сценарий. Цена выше флипа. Здесь работаем от ближайших стенок на колах. Когда цена подходит к такой стенке, маркетмейкер вынужден продавать актив, хеджируя позицию. Это создает сопротивление. Поэтому у стенки логично фиксировать прибыль по лонгу. А если стенка все-таки пробита, тогда картина меняется. Маркетмейкер уже захеджировал позицию и при возврате цены к этому уровню будет откупать актив. Пробитая стенка превращается в поддержку, а целью становится следующая крупная стенка на колах выше. Второй сценарий. Цена ниже флипа. Здесь логика зеркальная, но жестче. Маркетмейкер в отрицательной гамме. На падении он не откупает, он продает дополнительно. Значит, поддержки снизу работают хуже, а стенки внизу выступают не столько опорой, сколько магнитом. Это ориентиры для тейк-профита по короткой позиции, а не место для разворота. Теперь про ограничения. Без них картина будет неполной. Первое. Уровни не вечные. Они пересчитываются каждый день в 11 часов после экспирации. Вчерашняя разметка сегодня уже не действует. Второе. Внутри дня открытый интерес меняется. Крупный игрок может выставить новую позицию, и стенка появится там, где ее утром не было. Третье и самое важное. GEX – это карта, а не сигнал. Он показывает, где рынку будет тяжело и где легко. Но он не говорит, куда пойдет цена. Направление вы все равно берете из технического анализа и контекста. И последнее.
Всю эту методику агрегирует у себя искусственный интеллект. Он собирает уровни, определяет режим, накладывает технический анализ и выдает готовые рекомендации на текущий торговый день. Мы подробно разбирали этот блок в отдельном ролике, ссылка в описании. Поэтому у вас есть два пути. Работать с GEX уровнями самостоятельно, разбирая разметку руками, или пользоваться готовым прогнозом. Заходите на сайт, регистрируйтесь и тестируйте 7 дней бесплатно.